Всем привет, это новый влог. Вас ждут сегодня различные вкусняшки, поход к врачу, УЗИ и немножко быта. Начнем с завтрака. В этот раз мы зашли вот в такое милое кафе, где заказали авокадо-тост и лимонады. И это, пожалуй, теперь наш любимый авокадо-тост. Было очень вкусно. Еще я наконец-то разобралась, какие соки стоит действительно покупать в Буэнос-Айресе. Мой личный топ — это вот эти вот с грейпфрутом, яблоком и апельсином. Лимонный брать не стоит, он все-таки с добавлением немножко химии, а эти больше как такие обычно пастеризованные. И есть соки вот в такой вот упаковке, их тоже несколько вкусов, и на мой взгляд это прям вот топ, потому что они, прям чувствуется, что натуральные, пить прям вот удовольствие, поэтому если есть возможность купить именно вот этой фирмы, мы стараемся покупать именно вот их. Вот такой вот у них состав. Ну и я дошла до того, что попробовать местную сгущенку. Взяла вот такую вот баночку. Я так поняла, что это такой классический вариант. Очень вкусно, мне понравилось. Ну а врач направил нас сделать УЗИ сердца малыша. Я до этого отдельно прям вот УЗИ сердца не делала. Плюс нас заодно еще посмотрели просто в принципе целиком. Вот, все хорошо. Вот можно посмотреть как раз на ее головку. Очень миленько. У нас сегодня поход к врачу. А сейчас как раз будем выдвигаться. Зайдем в нашу любимую пиццу. Мы как-то случайно вообще попробовали ее в торговом центре, который здесь недалеко. И нам так понравилось, вот, что если есть такая возможность именно заглянуть туда и взять ее еще раз, вот мы обычно пользуемся, так что вам обязательно покажу и прикреплю, где, собственно, ее искать. Вот пока что это, наверное, самая любимая наша пицца. А так мы делали как раз буквально вчера УЗИ, все хорошо. Сказали, что малышка такая осталась лежать головой вниз. Вот, так что можно не волноваться, вроде как все, в общем, с ней пока в порядке. Мне очень нравится ходить к нашему врачу, потому что каждый прием начинается с вопроса про имя малышки, и это очень тоже мило. Все, пожирнела так, что сломала. За всю беременность я не так, чтобы сильно набирала по весу. Если судить еще и по приложению, то я даже чуть не добрала. Давление у меня всю беременность немножко пониженное, поэтому я частенько как раз начинаю день с кофе, потому что это как необходимость. Но я до сих пор помню, как услышала ее сердцебиение в первый раз. После врача мы пошли на перекус, но нам уже не хотелось настолько сытной еды, как пицца, поэтому мы взяли кофе, сок, и вот я решила попробовать краффин. Погода была отличная, поэтому устроились мы прям вот на воздухе. Небо такое вот голубое было, просто шикарно. Ну а еще обычно всякие приемы у врача и анализы поднимают настроение, потому что я как-то успокаиваюсь, мне становится прям вот хорошо. Будет не эстетично, но я хотела немножко рассказать про вот этот краффин. У него внутри такой ванильный нежный крем. Вот, и в принципе достаточно вкусно. Единственное, если рассматривать его вкус, он похож больше на обычный круассан с кремом, а мне больше нравится, опять же таки, когда он больше как булочка, как такой... наверное, типа как кулич. Вот, как раз я тоже дома любила очень делать краффины с курагой. Получалось очень вкусно. Вот, не знаю, получится ли вообще сделать здесь. Здесь я думаю, что нужно слишком заморочиться, чтобы найти нечто подобное. Вот, а так, как круассан такой с кремом, вот, достаточно вкусно. А еще я сегодня в своих любимых сережках. Это вот такие вот... Здоров. Это вот такие вот пилюльки. Я не знаю, хорошо вам видно, не видно. Вот такие вот в виде таблеточек. В общем, мне они очень нравятся. Все эти лакомства мы брали вот в этой кофейне. Мне очень нравится у них кофе, очень приятный. Поэтому, если мне хочется кофе именно в районе Альто Палермо, то я стараюсь заглядывать именно в эту кофейню. А так, на обратном пути мы еще прогулялись немножко по торговому центру. Зашли тоже в какие-то такие миленькие магазинчики. Ну и потихоньку побрели домой. Ну что ж, мы вернулись от врача, все хорошо, малышка развивается. Я поправилась на 2 килограмма. Ну или, в общем, мы поправились на 2 килограмма вместе. Вот. Врач посмотрел как раз УЗИ сердца, сказал, что все в пределах нормы, поэтому беспокоиться тоже не о чем. Ну и меня ждут как раз анализы стандартные для 3-го триместра.
анализ крови, анализ мочи, нужно будет еще сделать ЭКГ, насколько я поняла, еще что-то. Вот, и потом посмотрю уже, что мне там еще выписали. У меня закончилось железо, я пойду как раз куплю железо, и можно сделать прививку как раз от коклюша. В общем, там 3 болезни, не помню точно, по-моему, дифтерии, еще что-то. Вот, можно сделать эту прививку, и она как раз тоже передастся ребенку, у него будет такая защита. Врач мне изначально ее не посоветовал, потому что знает, что многие русские как раз от нее отказываются. Вот. Но я ничего не имею против прививок. Если судить по мне, вот, да, то есть как бы моя мама делала мне все прививки. Вот. У мужа были не все сделаны. В общем, не знаю, мне кажется, что если смотреть по нашему, да, как бы, да, опыту, ничего такого плохого, в общем, в них нет, на мой взгляд. Но в плане иммунитета, мне кажется, наоборот, это должно быть неплохо поддерживать. В общем, посмотрим. Планирую ее таки сделать. Пишите, как вы относитесь к прививкам, являетесь ли вы противником, может быть, ярым, либо наоборот за них. Я знаю, что как бы многие мамы делятся как бы на несколько категорий. Кто-то прям вот ярый противник. Вот, в общем, я пока что не из таких. До пиццы мы таки не дошли, мы были не очень голодными, поэтому просто выпили кофе, сок, и я вот как раз увидела краффин в этой кофейне, решила его тоже попробовать. В принципе, он был неплохим, вот хотелось просто чего-то такого сладенького. Вот, сейчас мы вернулись домой, я планирую как раз нарезать дыню, дыни здесь просто божественные. По крайней мере, вот именно в той лавке, которую мы берем, она реально вкусная. Как будто это дыня из моего детства. Вообще здесь такие овощи и фрукты. Мне кажется, они настолько натуральные, если честно, потому что что не пробую, это сразу переносит меня как бы во вкусы детства. Вот давно такого со мной не случалось, мы были в разных странах, ездили тоже и по Азии, как бы, естественно, покупали фрукты, овощи. Вот, но вот такого именно вкуса, как был у бабушки в деревне, да, вот она тоже выращивала и дыню, и вишню мы собирали, сами рвали в саду. Именно эти вкусы, они здесь, и настолько они переносят меня в детство. В общем, я от этого реально кайфую. Поглощаю просто фрукты и овощи, и для меня это как такое микропутешествие. Может быть, это чисто только у меня так, вот. Но для меня лично это определенный кайф. Хотела еще чуть-чуть рассказать про наше приключение с жильем. Мне кажется, мы немножко достали, если честно, хозяев. Стараемся им уже даже не писать, если можно как-то решить проблему самим. Но у нас вчера, пока мы готовили, прямо вот на глазах, плита, короче говоря, она, как бы она установлена, да, то есть в системе вместе с ящиками, да, то есть там со столами, вот она была как будто встроена, ну, то есть так встроенная, но она, короче говоря, прямо у меня на глазах накренилась. Я так понимаю, что она стоит на такой как бы железной ножке, вот эта ножка, она уже стала как-то неустойчивой, вот, и просто плита у меня на глазах, пока я жарила курицу, просто взяла и съехала. Это было ужасно стрёмно, у меня был стресс. Мы пытались посмотреть, ну, как бы, повлияло ли это как-то, да, на газ, ну, то есть и страшно, да, тоже не хочется ничего зажигать в этот момент. И, в общем, мы посмотрели, вроде как ничего не повредилось, просто взяли ее, поставили на место. В принципе, ее можно было просто обратно задвинуть. Вот. Но посмотрели в плане комфорта, получилось так, что одна, которой я постоянно пользовалась, она стала меньше гореть, то есть в ней как будто меньше газа. Ну и самая такая большая, самая, где огня обычно больше, вот она вообще перестала гореть. Выбора нет, мы решили, естественно, написать хозяйке, на что она нам сказала: зачем вы двигали плиту? Ну, естественно, как бы ты не можешь доказать, что ее не двигала, тоже такая немного неловкая ситуация. Пришлось вызывать в очередной раз человека, чтобы он посмотрел, проверил, все ли там вообще хорошо. Как-то так. В плане котла мы используем сейчас палочку, чтобы горячая вода тоже была, то, что, ну, как бы она вставлена вот в эту кнопку, то есть она ее задерживает, и получается, что панель обратно не вбивается, кнопка удерживается. То есть мы выкрутились так. Сейчас, когда мастер приходил, ну, как бы показали, что эта проблема все еще существует. Но я так понимаю, что для них это все как бы работает, никаких проблем нет. Уж не знаю, может быть, у нас здесь в квартире полтергейст, что у нас каждый раз происходят какие-то странные вещи. То затекает в котел вода из-за того, что там не герметично, то вот плита уже скачет, то котел вырубается. В общем, я не знаю, что подумать, нормально это как бы или нет.
Представить, что у меня в нашей квартире, что такое возможно, что просто так плита выскочит, и будет постоянно ломаться панель у котла, что нельзя будет эти кнопки зафиксировать на горячей воде. Вот, я такого представить, естественно, не могу. Либо мы обычно, если решаем эту проблему, то решается она да, капитально, что в ближайшее время уже, если мастер чинит, оно не ломается. Вот, а так, учитывая, что у нас получается, что мастер чинил эту панель у котла уже 3-й или 4-й раз, и это не помогает, то я не знаю, что думать. Вот для меня все это чудно. Вот так выглядит этот котел. Вот так вот мы выкручиваемся просто ватной палочкой, которая его держит. А плита выглядит вот так. И получается, что она прям вот была где-то вот так, наверное, под наклоном. Прям просто взяла и сошла вот из этой позиции. Просто взяла сама, накренилась. Возможно, кстати говоря, что здесь видно было, что она да, немножко приклеена ко всему вот этому, когда она отошла. Возможно, из-за того, что когда-то вот здесь вот труба, получается, пропускала влагу, да, и влага сюда затекала. Вот где-то здесь тоже скапливалась. Может быть, получается, что плита из-за этого отклеилась, и поэтому она накренилась в итоге, потому что уже не держалась. Ну, в общем, я не знаю, что думать. Но вот такие вот у нас бытовые еще бывают приключения. Муж ушел на занятия по испанскому, вот, а у меня уже были какие-то такие домашние дела, готовка. Готовить я очень люблю, мне это не бывает в тягость. Сегодня у нас по плану была такая тушеная печенка и тушеные овощи. Вот, получилось на самом деле очень вкусно, плюс я очень соскучилась еще по печенке, хотелось, наверное, из-за недостатка железа, вот. Ну и тушеные овощи тоже всегда обычно в тему, вот, мне они всегда тоже в радость. Потом уже пришел муж, и было не до того, поэтому я не подсняла результат, вот. Ну и увидимся в следующий раз. Всем пока-пока!